Привет, друзья! Очень красивая задача уровня школьной олимпиады. Да, олимпиады там по этапам разделяются. Школьная, районная, городская и так далее. Ну, вот это уровень школьный, дан прямоугольный треугольник АБЦ и некоторая окружность. Касается катетов. Катета АС в точке А в вершине треугольника, а катета БС в середине, в точке М. Ну, и окружность вторично пересекает прямую АБ, гипотенузу в точке К. Длина отрезка АК красного 4, и нужно найти площадь этого треугольника. Ну что ж, делайте стоп, попробуйте решить эту задачу, а мы рассмотрим одно из решений, которое предложит нам Наташа. Итак, Наташа, пожалуйста, какой это класс? Ну, восьмой, девятый, ну, ближе где-то немножко к девятому классу. Вот напишу Наташа, и Наташа, тебе слово. Наташа говорит, не знаю почему, но мне захотелось всю эту конструкцию достроить до квадрата. Ну, во-первых, можно отметить, что вот этот отрезок равен половине нижнего катета, то есть катет АС будет равен отрезку СМ, поскольку отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны между собой. Ну, хорошо. S треугольника мы ищем. Ну, как ты говоришь, до квадрата? Ну, вот если продолжим вот здесь, она говорит, и вот здесь, то здесь коснется. Точно коснется? Да, говорит, точно. Потом докажу. Ну, ладно. Потом так потом. И вот так, да? Вот так. И что получилось? Ну, получился квадрат и вписанная в него окружность. Ну ладно, какое у тебя второе действие? Здесь ты что-то, наверное, написала, объяснила, почему это так возможно. Ладно, здесь перпендикуляр. Точка касания, он проходит через центр, точку О, так, и попадает вот сюда в D, тоже в серединку. Ну хорошо, в принципе, да, на Олимпиаде прокатит. Что дальше ты делаешь? Дальше, говорит, я проведу ДК, и окажется, что вписанный угол АКД опирается на диаметр, а вписанный угол, опирающийся на диаметр прямой. Ну и здесь АД перпендикулярно ДБ. По разным причинам это несложно доказать. Все, получаем прямоугольный треугольник АДБ, в нем высота ДК, которая делит этот треугольник на два подобных между собой и подобных большому. Все, какие ты рассматриваешь подобные треугольники? Она говорит, треугольник АДБ подобен треугольнику АКД. АКД. Ну, действительно, прямоугольные треугольники, у них есть общий острый угол. Ну, из подобия следует, что катеты этих треугольников относятся 2 к 1 в каждом из треугольников. Например, вот это будет АД2Р, а ДБ будет просто R. Ну, тогда получается, что, коль вот это x, dk, то АК будет 2х. Отсюда следует, что dk 2 раза меньше АК и равно просто 2. dk равно 2. То есть отсюда из подобия следует, что dk равно 2. Ну и тогда по теореме Пифагора из треугольника АКД, получается, что АД будет равно корень квадратный из 4 в квадрате плюс 2 в квадрате, так корень из 20 или 2 корней из 5. Таким образом, СБ, которое равно АД, это 2 корней из 5. Ну, а С легко понять, в 2 раза меньше, это будет просто корень из 5. Ну, а теперь площадь. Площадь треугольника жирным напишем. Площадь нашего треугольника, прямоугольного, вот этого, равна половине произведения катетов АС на СБ пополам. Пишем сразу в числах 5, корень из 5 на 2 корней из 5 пополам. Это будет просто 5. Шикарный результат. Какой ответ? Ответ 5, и задача решена. Спасибо, Наташа. Ну и присылайте свои решения, уважаемые зрители. Огромное спасибо за слова поддержки и спасибо тем, кто подписался после моих
просьб на наш канал. Ну, мы еще планируем открыть в Телеграме параллельный канал и делать шортс, короткие ролики, как я и обещал. Напишите, нужно ли это вам и стоит ли нам вернуться все-таки к алгебре. Напишите, кому нужна алгебра и уравнения, потому что я пока поставил алгебру на паузу, но никто не возмущается, поэтому я тихонько свою любимую геометрию продвигаю. До новых встреч, всем спасибо, хорошего дня. С вами был Валерий Казаков.